Тебе когда-нибудь хотелось чего-то так сильно, что это случалось каким-то невероятным образом, и Вселенная помогала на твоем пути, посылая нужных людей, создавая благоприятные обстоятельства? Тебе когда-нибудь казалось, что есть что-то больше, чем ты, и это что-то может тебя слышать и воплощать мечты в реальность? А ты знаешь, что есть такой закон притяжения, который помогает притягивать в свою жизнь все, что ты захочешь? Я лично несколько раз в жизни им пользовался и могу со стопроцентной уверенностью сказать, что он работает, и мы можем в свою жизнь привлекать все, что мы захотим. Я решил исследовать этот закон более детально, и в этом видео поделюсь с тобой, во-первых, что такое закон притяжения, во-вторых, из каких этапов он состоит, и кроме этого мы обсудим более конкретные процессы, которые ты сможешь практиковать уже сегодня для того, чтобы воплотить в реальность свои самые заветные мечты. Давай для начала разберемся, что вообще такое закон притяжения. Мы с вами живем во Вселенной, которая состоит из вибраций. Альберт Эйнштейн однажды сказал: ничего не происходит до тех пор, пока не начинается движение. И все, что мы видим вокруг себя, состоит из вибраций. Что-то имеет низкие вибрации, что-то имеет более высокие вибрации. Мы, люди и все живые существа, обладают более высокими вибрациями, которые мы можем контролировать. Если взять какой-то предмет и погрузиться до мельчайших деталей, то мы обнаружим, что все материальное состоит из одних и тех же элементов, которые танцуют между собой, создавая вибрации. Мы, люди, это физические существа, состоим из мелких частиц, которые вибрируют между собой, и мы можем управлять этим процессом, переключаясь с одного уровня на другой. Кто-нибудь из вас задумывался когда-нибудь, откуда берутся эти вибрации и кто этим процессом управляет? Откуда у нас возникают мысли и что движет нашими поступками? В каждом из нас есть свет, который называется душа, и материал, из которого состоит душа, точно такой же, как и материал источника, благодаря которому существует физическая жизнь. На самом деле мы не люди, испытывающие духовный опыт, мы духовные существа, переживающие опыт человеческой жизни. Мы являемся физическим продолжением энергетического источника, и мы можем сами быть создателем своей реальности. Потому что каждый из нас и есть источник, создатель или Бог, кому как удобно это называть. И в зависимости от того, на каких вибрациях мы находимся, мы или подключаемся к этому источнику, или отключаемся от него. Индикатором того, находимся ли мы в гармонии с источником или нет, будут наши эмоции. Чем лучше мы себя чувствуем, тем больше подключения к нему. Потому что все мы появились для того, чтобы испытывать удовольствие от жизни, излучая свет, соединяясь с источником энергии. И единственная причина, почему у тебя еще нет того, о чем ты мечтаешь, это то, что ты находишься на разных диапазонах вибраций с тем, чего ты хочешь. Каждая мысль, каждое твое слово излучает вибрации и притягивает все, что находится на этой волне. Одно из главных правил закона притяжения – подобное притягивает подобное. И сейчас ты узнаешь, что нужно делать для того, чтобы выходить на уровень вибраций своих желаний. Но для начала давай посмотрим на этапы, из которых состоит этот закон притяжения. Концепция закона притяжения очень простая и состоит из 3 этапов. Первый из которых ты просишь, то есть формулируешь свое желание. Второй этап Вселенная выполняет. И третий этап – это ты получаешь то, чего хочешь. На первом этапе ты формулируешь то, чего хочешь на языке источника энергии. Многие из нас просят неправильно, находясь на совершенно разных вибрациях со своими желаниями. Как следствие, они не получают то, чего хотят, или получают то, чего не хотят. То, о чем ты думаешь, воплощается в реальность. Если ты будешь фокусироваться на том, чего у тебя нет, у тебя этого не будет. Если мы будем фокусироваться на том, что у нас нет денег, у нас их никогда не будет. Поэтому на этом этапе нам нужно фокусироваться на том, чего мы на самом деле хотим,
без сомнений, что это сбудется. Задавать себе вопросы, чего я конкретно хочу, как это выглядит, какие эмоции я буду испытывать, если это получу, и как моя жизнь изменится после этого. На втором этапе тебе не нужно ничего делать, как только Вселенная получит запрос, она непременно начнет выполнять твое желание. На третьем этапе нам нужно научиться принимать то, чего мы хотим. При этом очень важно находиться в гармонии с источником энергии, получая от жизни удовольствие. Беспокойство и негативные эмоции переводят нас на другую волну, и в этом состоянии мы не можем получить то, чего мы так желаем. Тут нужно фокусироваться на том, чего мы хотим, как будто это у нас уже есть, и без сомнений верить, что мы это получим. Самая главная задача – это как можно чаще переживать эмоции, которые ты будешь испытывать, когда это получишь, для того, чтобы сделать эту эмоцию доминирующей. Очень часто мы думаем о том, чего мы хотим, хотя на самом деле фокусируемся на отсутствии этого. Поэтому нужно быть очень внимательными к своим эмоциям. В конце 2011 года я впервые узнал о законе притяжения и сразу же решил его попробовать. Я очень сильно хотел себе машину за $30 тысяч. Из сбережений у меня было всего 500, и я мог откладывать из зарплаты не больше, чем $400. То есть я мог себе позволить эту машину только через 6,5 лет. Но несмотря на это, я начал применять закон притяжения и выполнять необходимые шаги. Я каждый день представлял себя за рулем своего авто, как я еду с друзьями, и мы слушаем музыку, наслаждаясь моментом. После 30 дней ежедневной визуализации и проживания этого момента ничего не изменилось, и я прекратил ее делать. Еще через месяц мне позвонил мой менеджер и предложил повышение ЗП на $1000 и длительную командировку, в которой оплачивают квартиру, и $1000 командировочных в месяц. И ровно через год я собрал на машину моей мечты. Она была именно того цвета, который я представлял. Я испытывал невероятные эмоции, когда мы с друзьями на ней катались. Давай теперь перейдем к конкретным методикам, которые нам помогают настраиваться на волну наших желаний для того, чтобы их быстрее получать. Их существует больше 20, но сегодня я поделюсь с тобой 3 самыми, на мой взгляд, эффективными. Первая из них – это магическая коробка, для выполнения которой тебе понадобится небольшая коробка, которая будет тебе нравиться. Это очень важный момент. Если коробка нам будет нравиться, то желания будут сбываться быстрее. На крышке этой коробки напиши: все, что попадает в эту коробку, воплощается. И когда ты действительно чего-то сильно захочешь, то напиши на листке бумаги и положи в эту коробку, проговаривая с полной уверенностью слова, написанные на крышке коробки. При выполнении этого задания очень важно не иметь ни малейшего сомнения, что это сбудется, то есть выйти на уровень вибраций своих желаний. Критериями успеха этой методики будут твои позитивные эмоции во время ее выполнения. Через несколько дней ты можешь достать одну из записок, прочитать свое желание и пережить эмоции, которые ты будешь испытывать, если оно сбудется. И чем чаще ты будешь выходить на уровень вибраций своего желания и переживать позитивные эмоции, тем быстрее ты притянешь в свою жизнь то, чего хочешь. Вторая методика называется креативный воркшоп, которая максимально эффективна, если ее выполнять с помощью написания. Но она также очень эффективна, если ее выполнять во время прогулки или поездки. Для ее выполнения тебе понадобится несколько листков бумаги с разными категориями, например, «Мое тело», «Мой дом», «Мои отношения» или «Моя карьера». Возьми первый лист бумаги, например, «Мое тело», и напиши на нем, чего ты хочешь по отношению к своему телу. Например, «Я хочу вернуться в свой идеальный вес» или «Я хочу сделать новую прическу». После того, как ты выпишешь несколько желаний, напиши, почему ты хочешь каждое из них. Например, «Я хочу вернуться в идеальный вес, потому что я хочу выглядеть лучше, потому что я буду чувствовать себя энергичнее и увереннее». Или «Я хочу себе новую прическу, потому что я хочу выглядеть лучше, чувствовать себя свежее и радовать окружающих».
Когда ты фокусируешься на причине своих желаний, ты снижаешь сопротивление получения того, чего ты хочешь. На этом этапе не стоит задумываться, когда и как ты это получишь. Самое главное — фокусироваться, почему ты этого хочешь. Третья методика, которую мы сегодня обсудим, самая прикольная лично для меня, она называется «Игра в процветание». Чтобы начать в нее играть, тебе нужно представить банковский счет, реальный или виртуальный, в своем воображении, который принадлежит тебе. И в первый день начала игры представь себе, что на твой банковский счет приходит $1000 или евро. И что самое важное, тебе нужно представить, что ты купишь на эти деньги, что самое важное сейчас для тебя. Почувствуй свои эмоции во время покупки, а также когда открываешь коробку с новинкой или используешь ее. На второй день игры в процветание представь себе, что тебе приходит $2000, а на третий $3000 или евро. Каждый день тебе нужно представлять, что ты будешь покупать на эти деньги. Но те покупки, которые мы делали в предыдущие дни, как будто у тебя уже есть. У этой игры две самые главные задачи, первая из которых — чувствовать себя просто прекрасно, покупая то, что мы хотим. И вторая задача этой игры — это расширять рамки своего воображения, когда ты дойдешь до больших сумм. В этой игре нет правил, нет ничего того, чего ты не можешь купить. Самая главная задача — это переживать позитивные эмоции во время этой покупки. И чем дольше ты будешь играть в эту игру, тем выше будут твои вибрации, и тем ближе ты будешь к тому, чего на самом деле хочешь. Независимо от того, верим мы в это или нет, но Вселенная всегда слышит наши самые искренние желания и выполняет то, чего мы на самом деле хотим. Мы просто не умеем получать, фокусируясь на том, что у нас вызывает негативные эмоции, при этом подключаясь на совершенно разные вибрации, которые не соответствуют нашим желаниям. Поэтому для того, чтобы освоить искусство получения того, чего мы загадали в одной из методик, которые сегодня обсудили, нужно научиться управлять фокусом своего внимания и выбирать те мысли, которые у нас вызывают позитивные эмоции. К этим эмоциям относятся любовь, счастье, благодарность, свобода, энтузиазм и оптимизм. И самое приятное, что этими эмоциями мы можем сами управлять. Это наш осознанный выбор. Мы в любой момент своей жизни можем фокусироваться на том, что мы любим, за что мы благодарны и что нас вселяет оптимизм. И тут имеется в виду не натянуть на себя маску оптимиста, но внутри переживать ненависть или зависть. Нет, это не изменит вибрации наших мыслей. А вот что изменит, это фокус внимания на том, что вызывает позитивные эмоции. Многие говорят: вот когда у меня будет хорошая работа, машина, вот тогда я буду чувствовать себя счастливее. Но закон притяжения работает только тогда, когда мы осознанно направляем свое внимание на том, что делает нас счастливее. Ведь смысл нашей жизни — это получать от нее удовольствие. Если этого не делать, тогда в чем же смысл? Спасибо всем за просмотр, за лайк и подписку. Было приятно провести с тобой время. Увидимся в следующем видео. Пока.